Вы оба молчите, но тишина между вами кричит. Ты чувствуешь, как он думает о тебе, как мечется его душа, как твоя душа мечется. Но слова молчат. Что происходит с ним сейчас в этом молчании? Что творится внутри? Кого он видит, когда закрывает глаза? Этот расклад как шаг в тень, и если ты готова или готов услышать правду, тогда начнем. Приветствую всех, друзья, с вами на связи Таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня мы посмотрим общий расклад Таро для мужчин, для женщин на тему, что с ним, когда или пока вы оба молчите. Настройтесь на себя, на своего партнера, на свою ситуацию. Возможно, для кого-то этот расклад будет подсказкой, кому-то инсайтом, кому-то просто приятным времяпровождением. Давайте посмотрим для начала, вот как карты Таро видят вас, вашу ситуацию в отношениях. Вот давайте спросим, кто вы в этих отношениях и кто в этих отношениях ваш партнер. Вот вы в этих отношениях. Ну, карты говорят, что вы в этих отношениях либо мужчина, ну, вдруг вы как мужчина смотрите, да, потому что меня смотрят и мужчины, и женщины, либо человек, который, ну, давайте так скажем, сильно не заморачивается и живет в свое удовольствие в этих отношениях. То есть вы в этих отношениях, по идее, должны быть скорпион, рак или рыба, условно говоря. Или наслаждаться процессом в ситуации, что бы ни происходило в ваших отношениях. Слышите, да? То есть для вас эти отношения — это некая зона комфорта, и что бы там ни происходило, вам ок. Но если вы как женщина смотрите и понимаете, что вам нифига не ок, тогда вы в невыгодной ситуации, а мужчине все ок. Понимаете, да? Ваш партнер, да, кто он в этих отношениях? Ой, а здесь, по-моему, какая-то треугольная ситуация выпадает. Тройка кубков, ну, похоже на треугольник. Ну, либо ваш партнер склонный к треугольникам, да, то есть имеете еще какие-то отношения, да, но обычно это вот у мужчин так чаще, чем у женщин, хотя у женщин тоже, поверьте, бывает. Но может быть просто мужчина в этих отношениях беззаботный харитон, как я его называю, их, да, ну вот такие отношения, он, ну, не заморачивается тоже. То есть получается как бы либо мужчина склонен к треугольникам, особенно мужчина, либо мужчина не парится тоже здесь. То есть, ну, такие, знаете, как бы каждый на своей волне в отношениях, да. Одному весело, а другому комфортно. Давайте еще посмотрим. Смотрите, здесь туз жезлов — это мужская энергия, и мужская энергия здесь в середине. То есть мужчина, по идее, должен быть неплохим любовником, если что. Туз жезлов. Неплохим. Ну, я имею в виду хорошим. Что еще тут в отношениях может быть? Отношения могут базироваться, или фундамент отношений этих, на взаимовыгодных условиях. Например, женщина финансирует мужчину, мужчина альфонс. Вот. Или женщина-содержантка. Да. Ну и что еще тут может быть? Ну и здесь может быть такой брак, такой типа гостевой, да, например, или на взаимовыгодных условиях. Или брачный союз, уже устоявшаяся семья, где каждому друг другу начхать, одному на другого начхать, да, прям, ну, это может быть действительно семья, брак, отношения, где женщина на своей волне, мужчина там где-то кружится на своей волне, имеет любовницу, тратит на нее деньги, да, ну и плюс еще и
не торопится выйти из семьи, потому что говорит, здесь все мое по закону. Такое тоже бывает, поверьте, я в раскладах, да, вот личных раскладов, у меня их там, я не знаю, сколько тысяч уже, да. Так вот, такое часто бывает, как в этой ситуации. А тут оно вот как раз так красиво, да. Еще и по закону ты от меня никуда не уйдешь, потому что мне по праву принадлежит все, я тут главный, да. Ну, как-то так. Хорошо, друзья, давайте теперь перейдем, вот как бы вот оба молчите, да, в браке, не в браке. Я не вижу, чтобы у вас была какая-то ссора, у вас как бы ревность какая-то была, это раз, и что-то вы не договорились. Как бы вы считаете, что один по отношению к другому несправедлив. Смотрите, здесь весы и здесь весы. То есть это о справедливости. Как бы ваши весы ваших отношений качнулись в сторону несправедливости. Или ваша размолвка, она жиждется, да, или держится на том, что вы считаете, что кто-то больше вкладывается, кто-то меньше, кто-то помогает, а кто-то игнорит. Вот кто-то из этих двух, да, ведет более вольготный образ жизни, нежели кажется другому, да. Хорошо. Давайте посмотрим в душу вашего партнера, заглянем, да. Главное, не наследить в этой душе нам сейчас. И не только не наследить, но еще и не нагадить там. Вот что он чувствует, думая о тебе в молчании. То есть, что он чувствует, думая о тебе, когда молчит. Знаешь, в чем твоя прелесть как женщины? В том, что ты красивая и умная. А прелесть твоя мужчины в том, что ты умный. Да, ты можешь быть немножечко красивее обезьяны, но умный, как мужчина. Да. А женщина красивая, поэтому он думает, чувствует, что... Думает, да, и чувствует, что такую красавицу, как ты, еще и поискать надо. Ну, а если думает про мужчину, умен. Хорошо. Ум и красота. Какие эмоции вот он скрывает от самого себя. Здесь вот такая эмоциональная карта, а здесь как раз вот скрытие чего-то. Да, вот девятка кубков, это такое закрытие какое-то. Какие эмоции скрывает от самого себя? Хочет уйти, но не может. То, что я и говорил. Потому что красиво ты адски. В хорошем смысле слова. Да? Вот поставь на паузу и подумай, ты адски красиво или адски ты умен? Ну, не может уйти. То есть... Он даже вот боится себе представить, как вы будете уходить друг от друга. Но восьмерка кубков — это уйти с того места, где достаточно сухо и комфортно. Рядом девятка кубков, рядом тройка кубков — это очень неплохие карты. Тут кто-то хорошо устроился, да, и тут кто-то такой веселый. Не то, что алкопаті. Знаєте, є таке. П'яні дівчата бігають по хаті. П'яні голі дівчата, паті в моїй хаті. Вот якось так. Ну, добре. Вот чего он боится сказать и чего боится сделать, что боится признать. Да? Нам не дано это знать, у него куча секретов, но скорее всего то, что он боится сказать, сделать и признать, то есть он боится тебе сказать правду реально о своих любовных похождениях. Возможно, он скрывает женщину какие-то отношения. Почему так? Ну, вот спросишь ты. Мы же смотрим пасьянсы, правильно, и потоковое чтение. Здесь туз жезлов – это мужское достоинство. А здесь тайная жрица. Вот тебе и отношения на букву «С». Не солнечные, да. Не самые приятные, а сексуальные. Скрывает он их. Вот какие воспоминания
здесь. А тебе не дают ему покоя. Либо ты его напугала, и вот он помнит прям. Либо он тебя напугал, либо были какие-то моменты, связанные с деньгами, или просто с критической ситуацией, в которую вы попали вдвоем. Вот эти воспоминания он до сих пор помнит. Вот какая боль в его сердце связана с вами. Ты ему отказала. Ты не пошла, не согласилась с ним. Он тебе что-то предложил, ты отказала. Ну, это было относительно недавно, ты это помнишь. И это, может быть, и стало причиной. Может быть, это деньги, может быть, помощь. Может, у тебя просто накопилось уже. Поэтому ты не позволила повториться чему-то. Паж жезлов. Ну и, возможно, не поверила в его какое-то вранье по отношению к жрицам. К жрице. Есть ли у него чувство вины перед тобой? Ну, здесь вот прямо эти все карты дают мне чувство вины. Да, есть. Грызет его рачок за бочок. Рачок за бочок, да? Ну, здесь скорпиончок, но все равно здесь и рыбы, и скорпионы, и раки. Все вот эти вот клешненогие, да? И клешнехвостые, и чешуйчатые, да. Да, есть эмоция, это угрызение совести. Здесь как раз король чаш, поэтому если он особенно побухивает у тебя или склонен там к каким-то алкогольным напиткам или к депресснякам, то да, особенно, да. Ну, тут, да, логично. Ну, и тут и девятка чаш, и король чаш, и звезда. Ну, как по такой звезде не загулять, да, со стаканом. Ну, или просто не провалиться в какую-то эмоцию. Вот, давай так спросим. Вот почему-то идет... Вот какая карта покажет его истинное желание по отношению к тебе здесь и сейчас? Ну, я тебе скажу, он хочет с тобой поговорить, сказать какую-то правду свою донести, доказать что-то. И истинное желание выйти на переговоры. Причем эти переговоры могут быть с посредником. Могут быть. Поэтому истинное желание поговорить по душам, откровенное, ну, это исповедь, да, то есть он хочет исповедаться. Ну, может быть. Но можешь посмотреть, у меня есть расклад, он о тебе честно-честно, вот так. Алехандро можешь найти, да, в поиске Ютуба, он о тебе честно-честно, Таро Алехандро. Потому что таких тем, ну, их там за горизонт, да, можешь найти чью-то другую, в принципе. Хорошо. Ну, в принципе, что-то мне хватит уже в его душе копаться, да. Давайте немножечко... Давайте вот немножко покопаемся вот в причинах, почему он молчит, да. Вот жрица как раз это молчание, тайна, да. Давайте спросим, что мешает ему выйти на связь? Да ничего ему не мешает. Возможно, он просто не готов говорить правду. Может быть, не верит в эту возможность пока. Он не верит в возможность говорить правду. Не может поехать. Не может поехать. Лошадка тут есть, да, и переезд, поездка. И, да и просто у него, знаешь, извини за выражение, говняное настроение, да, такое тоже бывает. Ну, не в настроении, он и она тоже. Какие страхи его сдерживают? Ну, сдерживают его, чтобы сблизиться с тобой. Семья. Очень сильно на него влияет семья, его окружение. Ну и если у тебя большое окружение, то это тоже может очень сильно влиять. Поэтому, как минимум, его семья, ну или твоя семья. В общем, окружение близкое. Это родственники. Давай спросим. Вот тут же была у тебя реакция какая-то, помнишь, да? Боится ли он твоей реакции?
Да нет, он не боится. Нет, не боится он твоей реакции. Он наоборот рассчитывает на твою реакцию. Особенно на твои, может быть, эмоции, слезы. Ему наоборот. Любая твоя реакция уже хорошо. Давай спросим. Вот что он думает о твоем молчании? Не только что он молчит, да? А это он понимает, что когда ты молчишь, ты проявляешь свою силу. Поэтому, когда ты молчишь, ты сильнее его. Тут кто первый заговорит, тот и проиграл, как говорится. Да? Вот так. А вот верит ли он, да? Вера, видишь, пошло. Верит ли он? Ну, что ты все еще ждешь его прям. Да, вот такое у меня ощущение. Здесь 10 чаш, 10 кубков. Поэтому давай, верит ли он, что ты его ждешь? Да. Наивный, напиши, поставь на паузу. Вот наивный, он верит, что я его жду. Кстати, друзья, пришло время сделать короткую паузу. Ваш лайк и подписка на канал помогает каналу продвигаться вперед и развивать короткие расклады и расклады на отношения. Получи плюсик к карме, подпишись на канал, поставь пальчик вверх. Напиши теплый комментарий по поводу расклада. Давай спросим. Здесь есть вера, да? И он верит в то, что ты его ждешь. А вот считает ли он, что слишком поздно, что его поезд ушел? Не, он так не считает. Он все еще верит в свои силы. Какой он самоуверенный волшебник, да, давай так скажем. Ну что, а что ему мешает? Конечно, не считает. Ну что он скажет? Мама, а ну-ка, время, вернись-ка назад. И начнет время назад отматывать, да? Но, скорее всего, он искусно владеет эмоцией, да, умеет. Здесь, видишь, вот это вот эмоциональные карты очень. Ну, хорошо. Давай теперь, знаешь, вот интересно мне посмотреть все-таки в контексте расклада, что в его жизни происходит, да? И давай вот спросим, вот здесь эта 10 так и просится спросить, вот какие главные события сейчас в его жизни? Тут какой-то хаос идет. Почему-то здесь иллюзия и мечты. Мечты, как прекрасны вы и славны вы и сладкие. Он мечтает. То есть он что-то, мне кажется, что этот человек, у него события это мечты. То есть, ну, может, он приближает свою мечту, но он, знаешь, какие события он не определился. То есть он в абстракции, он в прострации, по сути. Поэтому какие события? Достаточно разнообразные, от которых он не может контролировать реальность свою. То есть он в хаосе где-то. Хорошо, а есть ли рядом женщина, о которой ты не знаешь? Вот проверяем жрицу. Ну, например, сейчас с ним. Ну, может быть. Но ему сейчас с ней не сладко. Страшный суд. Может, да, скорее всего, есть. Эта карта семейная вообще. Здесь семья рядом, и здесь такое. 10 чаш это тоже счастье в семье, если что, семейное счастье. Да, скорее всего, есть, но он переживает с этой женщиной не лучший период в своей жизни. Ему некомфортно, может он что-то потерял. Я извиняюсь. Может, что-то потерял. Может, что-то произошло не очень хорошее в его окружении, в его семье. Вот такое. Хорошо. Вот как он проводит вечера, когда остается один? Спит. Отдыхает. Не, ну реально, 4 мечей, спит, отдыхает. Видно, у него такие будни, что, короче, набирается сил.
Есть такой разряд там психологии, не психологии, а в быту, да, rest and recreation, да, то есть ему отдых и восстановление. Хорошо, а вот есть ли в его пространстве вообще тоска по тебе? Нету. Объясню почему. Потому что он сконцентрирован на каких-то своих неудачах, на своих потерях и я извиняюсь, на своих проигрышах каких-то. То есть по тебе он не тоскует. Он как бы может жалеть о чем-то, но не тоскует. Смотри. То есть тоски по тебе нету. Потому что энергия уходит на какие-то неприятности у него. Какие вот он перемены скрывает в своей жизни? Есть у него какая-то женщина, которая на него влияет. Это может быть мама, либо жена, бывшая, может быть настоящая. Поэтому он скрывает перемены, которые случились с женщиной. Может быть, родился ребенок. Может быть, что-то со здоровьем жены, мамы. Может быть, со здоровьем детей. Могут быть проблемы с деньгами и успехами на работе и в бизнесе. Что он хочет изменить, не решается еще пока. Он хочет избавиться от тревог, но пока не знает, а может быть просто не понимает, что тревог и поражений, утраты потерь, неудачных дней и вообще как бы потеря ресурсов, у него она доминирует над успехами. То есть он хочет быть успешным, но не решается быть более успешным, потому что не замечает, что теряет свой успех. Пятерка мечей. Вот так пока. Хорошо, вот давай спросим, о чем он жалеет. И вот есть ли сожаление по поводу вашего молчания? Здесь еще одна сила, да, такая вот. Тут две силы, да. Сила 11 и сила 8. Да, он сильно сожалеет по поводу вашего молчания. Хотел бы он вернуться в прошлое, да, для того, чтобы что-то там поменять. Спорный вопрос. Я скажу так. Если бы была такая возможность, он бы вернулся. То есть где-то там далеко-далеко в глубине души он бы хотел вернуться в прошлое. Слышишь, да? Окей. То есть он сильно сожалеет, и да, он бы вернулся. Он бы что-то мог бы, постарался бы поправить. То есть он что-то осознает, да? Вот какой момент он хотел бы переиграть? Он где-то сыграл такого мачо, но переиграл с этим мачо и оказался императором. То есть он очень жестко с тобой обошелся, и он, может быть, заигрался в отца семейства или в какого-то диктатора, или в человека, которому все принадлежит, и ты в том числе. То есть ты стала, например, его собственностью. И вот он осознает, что он вроде бы хотел быть мачо, знаешь, есть такая песня «Че о ты, но не мачо», да, вот как-то так. А стал вот этим на букву «Че», да. Хорошо, вот чего он тебе не сказал, но жалеет об этом? Шестерка жезлов. Он жалеет о том, что не предложил тебе руку и сердце, или не повел тебя под венец. Да. Может быть, жалеет, что не сказал, что все сделает для тебя. А вот что он не сделал, но это его гложет. Он не избавил тебя от темной полосы в твоей жизни и не избавил тебя от страхов и сожаления. То есть что он не сделал?
Он разочаровал тебя и стал разочарованием. То есть не стал не разочарованием, да, вот так. То есть, что он не сделал, не оправдал твоих надежд. И стал для тебя разочарованием. Луна. Да что ж такое сегодня? Хорошо. Давай еще спросим. Тут Луна. И видит ли он за этой Луной, в чем он был неправ? Да. Пытается понять. Тройка Пентаклей хорошая карта, кстати, на вот это вот. На вот это вот то, что мы спрашиваем, да, на понимание. Ну, то есть это рост все равно, это интеллектуальный в том числе рост. То не математика, если что, геометрией занимаются, да. Ну, геометрия, это же часть математики. Окей. Ну, уже мы рассмотрели, да, так достаточно глубоко нырнули в ситуацию. Пасьянс прям уже разложен. Ну, прям до нельзя, как говорится. Давай посмотрим, что-то мне хочется его мечты о будущем, да, посмотреть. Вот есть ли у него мечта, связанная с тобой? Да, есть, и ему хочется примириться с тобой, найти общий язык. И вообще, как бы, он не хочет с тобой расставаться на ножах. Ну, он хотел бы, чтобы вы были как две родственных души пока. Ну, а здесь и сейчас карта ангельская все-таки. Думает ли он о вашем будущем вместе? Да, справедливость опять выпадает. Видишь, вторая справедливость. Да, да, и причем сильно думает. Ну, или много думает. Но и оно не дает ему покоя. Ну, то есть, как минимум, он хочет замирить с тобой. Представляет ли он, как вы можете снова говорить? Да. Ну, ищет он, восьмерка пентаклей, то есть он постоянно ищет, как бы к тебе подкатить, там, приколесить к тебе, да, вот так. То есть идет работа в его мозгу, что-то там, какие-то шарики за ролики крутятся, да, он постоянно перебирает это в голове. Такая работа в его голове и в его физическом мире происходит. Ну, достаточно успешно, кстати. Что он хотел бы вот тебе сказать в первую очередь? Как он, точнее, как ты ему дорога, и как он не может тебя отпустить. Ну, может быть, ты действительно настолько богата, да? А он такой Альфонс. Хорошо. Вот если в нем желание отпустить ситуацию или бороться. Нет пока у него желания отпускать ситуацию. Он думает, как ему хитро бороться так, чтобы у него все было, и ему за это ничего не было, чтобы его не наказал никто. Под ангела ложится карта, это говорит о том, что он не хочет бумеранга с небес. Хорошо, вот какой образ твоего лица или твой образ, да, живет в его воображении? Смотри, он запомнил твое лицо, когда вы последний раз с ним общались. Это последний разговор на ножах, который произошел. Вот, он помнит выражение твоего лица при последнем разговоре, где у вас был конфликт. Вот такое у тебя выражение лица. И вот такое теперь у него выражение лица. Скажи, похоже. Ну хорошо. Что-то такое сегодня. Какой-то странный кашель. Ну давайте спросим, что будет дальше. Посмотрим, да, вот сколько можно, да. Давай спросим, вот, появится ли он первым. Может первым появиться. Король жезлов. Да, этот король может еще и к себе пригласить. Но появится ли он первым? В принципе, да. Мужчина прям. Именно мужчина. Давай так спросим, кто появится первым? Мужчина появится первым, да? То есть женщина, сиди на попе ровно и закатывай себе глаза. Ой, до небес.
До небес. До небес. Или до небес. Да, как не беснуйся, не закатывай глаза. Да. Чем закончится вот это молчание? Примирением или расставанием? Это молчание пока может превратиться в паузу. Отшельник – это не всегда расставание. Поэтому это пауза. То есть, ну давай так скажем, пока вам нужно будет расстаться для того, чтобы пережить эту паузу. Пока все равно отшельник – это пауза. Это мудрость. Вот насколько искренне его чувства, даже если он молчит. Искренне. Его чувства искренне, даже если он молчит, и ты должна это чувствовать. Точнее, ты ничего не должна, конечно. Ты можешь это почувствовать. Окей. Хорошо. Тут прям, смотри, король, королева, король, отшельник, королева. Прям мужчина, женщина, мужчина, женщина. Что покажет судьба, если ты решишься остаться в тишине? Вот решишься ты остаться в тишине, и что покажет судьба? Судьба тебе даст шанс, но, скорее всего, он опять появится и напомнит о себе. Поэтому муж пока помолчать. Здесь такие карты, что женщина может позволить себе молчать, а мужчина, гад такой, да, засранец, мучается, угрызается совестью. Видать, вас он тут зацепил. Женщину мужчина здесь зацепил за живое. А вот если ты проявишься, то вот как он отреагирует? Будет удивлен и, в принципе, ну, может даже приоткрыться. Может приоткрыться. То есть, в принципе, если и ты появишься, ничего страшного не будет. Поэтому он отреагирует позитивно, он тебя примет, и где-то даже скупая мужская слеза падет с его щечки. Вот какая сила удерживает вас возле, ну, друг возле друга, да? Девятка пентаклей. Сила твоей красоты. Сила женской красоты. Сила девы, тельца и козерога. Короче, давай так скажем. Ты настолько шикарна и роскошна. Я не знаю, хватает ли у тебя самооценки на эту карту. Ну, что твоя роскошь его возле себя держит. Не может он от тебя уйти. Холоп. Ты госпожа. Получается так. Ну, роскошь, конечно же, так. Кто бы сомневался. Хорошо, а вот возможно ли перерождение этих отношений? Ну, да, но это тяжело, здесь карма, кармический узел какой-то, и в принципе, да, но нелегко это будет сделать. Должен быть разрезан какой-то кармический узел. Какое послание для тебя от высших сил? Да, вот он, повешенный, да, или висящий. Десятка жезлов — это тот же, по сути, как бы аркан. Ну, совет тебе: держись. Держись. Держись, слышишь, да, карта? Держись. Будет больно. Эти отношения, они дорого тебе обходятся и могут обойтись еще дороже. И ты не просто так нашла или нашел это видео, да, эти отношения кармические, с кармическим испытанием, и если ты чувствуешь, что это про вас, то точно не случайно ты слышишь, видишь эти карты. Даже в молчании связь между вами не исчезает, но легче от этого не становится, да. Карты здесь раскрыли его душу, и теперь ты знаешь, что он не забыл. Он думает. Он живет этой тишиной, потому что в ней звучит твое имя, твоя роскошь, твой образ, твой ум, твоя утонченность. И если ты чувствуешь, что есть какие-то детали, которые этот расклад не успел раскрыть, мои контакты ты найдешь на экране и в описании.
Все буде добре. Лишайтесь на зв'язку і щиро бажаю світла вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас. Лишайтесь на зв'язку і обов'язково почуємось та, сподіваюсь, побачимось. Па-па.